Не очень, прямо скажем, удачный принт на гелевой тарелке, но чем-то он мне нравится своей текстурой. Вот попробую все-таки что-то из этого сделать. Это тоже части принтов на гелевой пластине. А вот эти уже просто прямые оттиски через трафареты на ткани. Ну и серенькие это вот красила просто акрилом ткань. Принт был не очень удачный, и я решила белыми нитками выделить все эти узоры, подчеркнуть. И, в общем, мне это понравилось. Вот особенно это здесь хорошо видно. Вот прямо действительно такие большие глыбы камней получились. Но здесь по рисунку сетки рабицы, это был принт, с ее помощью прошлась. Может быть, еще что-то добавлю чуть попозже. Листья простегала, ну, естественно, по прожилкам и вокруг. Оставила специально вот такие зеленоватые поля, не очень точно специально вырезала, чтобы лист больше выделялся на фоне. Вот эти полосатенькие кусочки ткани я когда-то красила сама из шприца, сильно разбавленным акрилом. Такие струйки получились. Мне нужны были стволы берез. И мне показалось, что в эту работу они тоже хорошо вписываются. По периметру кладу куски разного холста и поверх снова вот эти березовые полоски. Сразу же обшиваю их автоматическим зигзагом, потому что эта ткань очень махрится. А здесь уже идет стежка по линиям этой каменной кладки, которую я делала на гелевой пластине. Я выбираю принты листьев, которые подходили бы к этой композиции. Все эти принты были сделаны акрилом на разной ткани в разное время. Обратная сторона даже лучше. Вот эта лицевая, вот это обратная. Остановилась на таком варианте. Как вы, наверное, уже заметили, мои постоянные зрители, я люблю в последнее время подкладывать небольшое количество волокон пасмы, который создает такой очень нежный флер. Потом буду застегивать. Вот эти кусочки – это остатки от многослойных принтов акрилом, которые я делала для другой работы, но сюда они тоже вполне вписываются. Потом эту работу я вам тоже покажу в свое время. Этот сетчатый тюль, на удивление, вписывается буквально в любую работу. Я его очень полюбила, и здесь вот кое-где тоже расположила. Волокна пасму сейчас буду стегать, пришивать. И яркие аппликации размываю с помощью белой стежки, чтобы они больше сливались с другими деталями картины. Окна чуть-чуть подкрасила очень мягким карандашом. Так вот растушую немножко пальцем. И дальше здесь будет тоже сплошная стежка. Добавляю немножко вышивки внутри листика. Так, для блеска. Узким свободным зигзагом уже.
Секрет в том, что не надо делать это равномерно, иначе это будет не очень художественно. В природе мы ничего равномерного не видим. Вот так же и здесь я сейчас вот так покажу. Вот, видно? Тоже простегала немножко свободным зигзагом, узеньким, чтобы добавить блеск внутри принта. Вот что получается. Свободный зигзаг для тех, кто не знает и кто еще не смотрел мой мастер-класс, ссылка будет наверху, мастер-класс про стежку свободным зигзагом. Это такая коварная штука, что если мы не будем поворачивать работу, направление будет меняться. И рисунок зигзага будет меняться. Поэтому если мы хотим, чтобы стежки получались вот такие параллельные, горизонтальные, все время надо работу поворачивать в соответствии с этим направлением. Но я думаю, что большинство моих зрителей об этом знают, но просто упомянула специально для тех, кто смотрит такую технику впервые. Повторяю, мастер-класс по ней есть на моем канале. Стежка практически не видна, но она создает такую нежную зеленоватую дымку. Потом посмотрю на общем фоне, как все это выглядит. Ну вот опять как мне это свойственно, я вдрызг все застрочила. Я сейчас говорю про вот этот ствол. И от принтов, в общем, мало что, практически ничего не осталось. Но сами эти принты дали мне тему стежки, поэтому в данном случае я, в общем, довольна. Такая кружевнистость сохранилась. Тут ниток 5, наверное, разных цветов. Так что, в общем, текстура появилась новая, но похожая. Теперь у меня встал некоторый вопрос вот с этой части квилта. Я сюда пришила тюль вот такой в виде сеточки, решеточки. Но как-то, поскольку там светлый фон под ним и белый тюль, очень получилось как-то здесь все светло. Наверное, я сейчас затемню квадратики внутри этой сеточки. Посмотрим, что получится. Подтемнила коричневатыми нитками, мелким зигзагом внутри ячеек. Зигзаг был где-то двоечка. Каждый раз отрезая нитку и переходя с ячейки на ячейку, чтобы не перебить рисунок этого тюля. Ну вот так мне больше нравится. Я добавила такую прямую строчку, кое-где вертикально, кое-где горизонтально. Специально кривенько, в соответствии, ну, скажем так, с рисунком принтов. Но поскольку при частой строчке стежки квилт начинает всячески изгибаться, вспучиваться и проваливаться, то стежку пришлось продолжить и на все остальное пространство. Ну, в общем, я это сделала еще и для того, чтобы добавить такой дымки, то зеленоватый, то розоватый. Вот здесь вот я показываю покрупнее вам. Здесь стегала розовыми, здесь зелеными. Это почти не видно, едва-едва уловимо, но вот создает такую именно дымку. Вот здесь вот розовые, здесь зеленые, здесь опять зеленые. А здесь вообще прошла мононитью, потому что здесь хороший рисунок, ну как бы каменной кладки такой. Мне не хотелось закрывать какими-то цветными нитками, потому что принты бы пропали. Остается только, я думаю, мне здесь свободный широкий зигзаг. Подумаю еще какими нитками. Вот так вот сделаю такую более
кружевную окантовку, более сливающуюся с картиной и с паспорту. Это будет завершающий этап. Теперь иду своим любимым фирменным горизонтальным широким зигзагом. Фирменным в том плане, что я очень люблю таким образом оформлять окантовку. Я иду свободным зигзагом, как бы чуть-чуть размывая линии окантовки, создавая такой легкий флер. И заодно этот свободный зигзаг перекликается вот с этим зигзагом вот тут, потому что в основном здесь прямая строчка на этой работе. Но кое-где местами есть зигзаг. И поэтому, чтобы объединить еще и в этом плане, в геометрическом работу, я окантовку оформляю зигзагом. Да, и еще тоже для новых зрителей, чтобы мне не повторяться, я очень подробно в серии роликов, тоже бесплатных, про окантовку рассказывала, про именно этот вид окантовки, в том числе, среди прочих, как вариант оформления квилтов. И там я очень подробно разбираю вот эту вот горизонтальную стежку зигзагом по краю картины на переход на паспорту. Новых зрителей коротко покажу, что такое вертикальный зигзаг, и снова отсылаю их к моему мастер-классу. Вот, я иду сверху вниз. Покрытие стежкой при вертикальном зигзаге получается гораздо более укрывистое, более частое. И вот такая как бы кружевнистость, такой флер более выражен. Вот сравните, здесь вот только горизонтальная, да, вот она беленьким. Хоть и зигзаг, но все равно едва заметен. А вот вертикальная стежка значительно более заметная.